Обычная ферма, движение поверху, понизу. Как в этом разобраться и как строить линии влияния для таких случаев. Об этом сегодня. Приветствую вас, дорогие мои подписчики, и подходивших мимо, как всегда, тоже приветствую. Сегодня актуальный вопрос, который в последнее время часто спрашивают, с примерами для построения линии влияния при движении поверху и понизу. Чем отличаются линии влияния и как в этом разобраться. Об этом сегодня. Ферма, которая здесь нарисована, имеет... Раз, два, три, четыре, пять, шесть панелей. И нам важно понимать, что панель это вот между нашими стержнями вертикальными, то есть между стойками. Для себя мы так определили. В узлах, как мы помним, у нас стоят такие допущения, которые говорят нам о том, что ферма и все элементы фермы не изгибаются, а растягиваются или сжимаются. То есть здесь у нас везде стоят шарниры. И важно понимать, что такое панель и что такое будет рассеченная панель, потому что именно в этом заключается разница между движением поверху и понизу. Все остальное строится одинаково. Итак, для того, чтобы найти в стойке, в любой стойке, которая вот здесь изображена, кроме вот средней, нужно провести сечение, которое будет рассекать 3 стержня. В данном случае это стержень 1, 2, 3. Или здесь 1, 2, 3. И таким сечением мы рассекаем сразу 2 панели. 1 и 2. Именно по этой причине будет движение поверху. И когда мы будем двигаться поверху, линия влияния передаточную линию будет иметь на вот этой панели. А когда мы будем двигаться по низу, передаточная линия будет иметь рассеченную панель вот здесь. И передаточная линия будет здесь. Все остальное для линии влияния V4 будет одинаковое. Строим. Итак, мы нарисовали сечение для 2 расположений силы. Сначала сила F равная единичке находится на левой части, поэтому мы рассматриваем правую часть, чтобы нам ничего не мешало. Из суммы проекций на вертикальную ось мы получим, что V4 равняется RB. Другие способы, то есть определение суммы моментов, здесь будут нерациональны, то есть это усилие и это усилие проецируются на горизонтальную ось, а V4 RB на вертикальную. Таким образом, проще всего найти через сумму проекций нашу силу, в наше усилие V4 в стержне. И естественно, что когда мы теперь переместим силу F равная единице на правую часть, рассматриваем левую сторону. И здесь из суммы проекций на ось Y мы видим, что V4 равно минус RA. Мы получили с 2 сторон. Теперь единственное, что мы, когда будем наводить, мы вспомним, где находилась сила. Но мы получили, в принципе, уже определение для V4. Теперь осталось все это перенести на рисунок. Итак, напомню, что для того, чтобы построить линию влияния V4, мы записали уравнение. И мы получили, что линия влияния V4, когда сила F1 действует справа, равна минус линия влияния RA. Когда сила F равна единичке действует слева, то линия влияния V4 равна линии влияния RB с плюсом. Что мы для этого должны дальше сделать? Первое, мы должны отметить, что когда мы движемся поверху, рассеченная панель 4, вот это. Здесь проходит сечение и рассекает эту панель. Значит, мы при движении поверху эту панель для себя ограждаем. 1, 2. Когда мы двигаемся по низу, рассеченная панель, следующая, 5, мы ее себе отмечаем.
Теперь мы договорились, что когда сила F1 действует слева, мы берем линию влияния RB. Слева берем линию влияния RB. Итак, переносим линию влияния RB на наш график, на линию влияния V4. Сила влияния слева, берем линию влияния RB. Тут единичка и тут единичка. Когда сила действует слева, мы должны брать RB. Наводим слева и до конца, до рассеченной панели. Видите, чем отличается? Здесь рассеченная панель вот, здесь рассеченная панель вот. Все остальное остается одинаковым. Теперь, когда сила справа действует, мы берем минус линия влияния RA. Переношу линию влияния RA с минусом, то есть минус единичка поставил сюда, и навожу слева. Вот. И здесь точно так же беру минус единичка поставил и навожу слева. Вот у меня получилась одна линия влияния и вторая линия влияния. Отличаются они тем, что на вот этом участке соединительная линия, а здесь внизу, когда движемся по низу, соединительная линия в другом месте. Все остальное и записи аналитические, проведенные сечения, все одинаково. Рассеченные панели в разных местах, то есть когда мы двигаемся по верху, вот сюда точки прикладываем, то мы берем вот эти значения с линии влияния V4 вверх. Когда мы прикладываем силы в узлы, это важно, в узлы мы прикладываем всегда силы, то мы и двигаемся по низу, то мы берем значение V4 низ линии влияния. Вот и все, что нам бы нужно было отметить, что касается линии влияния V4 вверх, V4 низ. О том, как загружать линии влияния, чуть позже сниму видео. О том, какие еще бывают варианты и чем отличается движение по верху, по низу, тоже буду стараться по мере возможности снимать видео. Хочу, как и в прошлом году, создать видео онлайн-консультации по сопротивлению материалов и строительной механики. Вы пишите вопросы, я назначаю онлайн-встречу, и во время этой онлайн-встречи отвечаю на те вопросы, которые были написаны заранее, плюс к тому, что вы будете спрашивать по ходу онлайн-трансляции. Но для того, чтобы такая онлайн-трансляция состоялась, нужны вопросы. Жду их от вас. Пишите в комментариях, пишите в скайпе, пишите на страничке в Facebook, в группе или на страничке. Жду от вас подписок, комментариев. Это помогает продвигать видео, помогает мне чувствовать, что я это делаю не зря, что это вам надо. Ну и, в общем, хотелось бы, чтобы монетизация началась. А она сильно усложнилась. Так что нужны подписки и нужны просмотры. Всего хорошего, удачи, делитесь видео, буду рад. Будьте здоровы, до свидания.